Когда мы писали материал на альбом, мы использовали всякие интересные для нас штуки. Одна из них — это полиритмия. Это когда в рифе используется сразу же несколько ритмов. Например, гитара и бочка играют 16/17, а железо с рабочим играет 4/4. Эти ритмы пересекаются, и из-за этого акценты на гитарах постоянно меняются. Получается такое интересное звучание. Музыка становится похожа на какой-то сложный механизм. А в металле такую тему используют Meshuggah и очень много банд, которые играют мат-метал и джент. Еще одна интересная штука — это модуляция. Это когда на протяжении всего трека меняется тональность. Звучит не скучно, потому что ухо все время находится в поиске какой-то одной конкретной тональности, хотя она постоянно меняется. Еще мы использовали разные лады, и в одном из треков есть смена темпа. А также в некоторых треках присутствуют бластбиты. Самое главное, конечно, не переборщить со всей этой темой, чтобы не получился какой-то ультра-джаз. Я надеюсь, что у нас в этом плане все получилось нормально. Если говорить о каких-то композиторских штуках, то мы руководствовались в первую очередь каким-то сформированным в своей голове образом и уже на него накладывали какие-то музыкальные паттерны, какие-то там аранжировки конкретные. Плюс ко всему, при написании музыки мы старались учесть и то, где она будет звучать. То есть в клубах, в основном, где люди приходят, чтобы покачать под музон, оторваться как следует там на мошите, я не знаю. Соответственно, в этом контексте мы старались и ритмы использовать такие, чтобы, они заводили, качали. В общем, барабанные партии предрасполагают к тому, чтобы вы не просто так стояли. И если говорить о каких-то там спецэффектах, каких-то саунд-дизайне каком-то, да, то, соответственно, все вот эти вот паузы, килл-свичи, бас-дропы и прочее, все это подбиралось исключительно исходя из того, какая будет создана атмосфера именно на концертах. И, соответственно, все вот эти вот тональности, модуляции, это все тоже в общую концепцию входит. То есть мы работали именно над атмосферой.